привет! Меня зовут Анастасия, я основатель агентства недвижимости Well Homes в Турции, город Мерsin. Многие иностранцы, приехавшие в Турцию, которые хотят открыть свой бизнес, сталкиваются с одними и теми же проблемами. Сегодня как раз-таки мы встретились с Романом. Это человек, который расскажет нам все дословно, с чего нужно начинать и к чему мы придем в итоге. Здравствуйте, Роман. Расскажите, пожалуйста, откуда вы родом, откуда вы приехали, как давно вы приехали? Приветствую, Анастасия. Собственно, родом я с Новосибирска. Основал и начинал бизнес там. Переезжал сюда уже с Санкт-Петербурга, потому что мы открывали второй филиал в Санкт-Петербурге. Переехал я в октябре месяце. Почему Турция и почему Мерсин? На тот момент это была самая легкая точка входа. Честно, знал бы немножко заранее, что это действительно легкая точка входа, переехал года 2 бы назад. Потому что здесь очень плодородная почва для бизнеса. Вот. Почему именно Мерсин? Потому что здесь есть свободная экономическая зона, и рядом Адана, Тарсус – это большие производственные кластеры, которые, опять же, дают хорошую почву для бизнеса. Чем вы занимались ранее, когда вы жили в России? Какой бизнес у вас был? В России у меня бизнес действует, он сейчас на моем младшем брате. Мы занимались контрольно-кассовой техникой, собственно, по этой причине я и здесь начал заниматься тоже чем-то подобным. То есть я хорошо общаюсь с предпринимателями, и именно с русскоговорящими предпринимателями. У меня их около 1500 клиентов там, и больше половины я знаю лично. Скажите, пожалуйста, какие условия нужно соблюдать иностранцу для того, чтобы открыть бизнес в Турции? Ну, в первую очередь, это закон. Желательно не торговать из-под полы. А в остальном сложного ничего нету. Законодательство турецкое с точки зрения предпринимательства очень хорошее, очень удобное. То есть все льготы, которые получает местный предприниматель, они точно так же распространяются на иностранного предпринимателя. Открыть можно бизнес даже по паспорту, то есть не имея там вида на жительство или еще чего-то. Но лучше, когда есть вид на жительство, потому что чуть проще это делается. Намного проще, если уже есть вид на Конечно, жительство. конечно. Скажите, пожалуйста, какие типы юридических лиц имеются в Турции? Ну, наподобие, как у нас, например, ТО, ООО, АО и так далее. Их 6. Самые распространенные – это акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью и индивидуальный предприниматель. Между ними есть разница значительная в целом, но самая распространенная, которая открывается и регистрируется, это общество с ограниченной ответственностью. Почему? Потому что индивидуальный предприниматель – это в основном для граждан Турции. Там очень жесткие условия. Акционерное общество – это уже большая компания, для этого необходимы, так скажем, условия и желание открывать. Вот. А общество с ограниченной ответственностью там может работать также один учредитель, как в России, поэтому вот, будет аналог индивидуального предпринимателя, но уже подходящий для иностранного гражданина. Очень важный вопрос как раз-таки. Какой пакет документов необходим для открытия фирмы? Ну, смотрите, разделим на 2 варианта. Первый – это открытие по паспорту, условно говоря, и второй – открытие это по икомету, то есть по виду на жительство. Если мы говорим про паспорт, соответственно, тут в названии нужен паспорт, заверенная копия паспорта, заполнена анкета. Анкету мы сами сделали просто для удобства и для понимания. Соответственно, прописка какая-то, адрес. Да. Возможно, даже на аренде проживать. Да, конечно. Тут проблем никаких нету. И юридический адрес компании. Юридических адресов компании может быть 3 варианта. Это может быть виртуальный офис, это может быть физический офис, это может быть квартира. Тут все от вида деятельности зависит. Если мы говорим про икомет, то есть про пластик, с ним чуть-чуть попроще с точки зрения того, что там уже есть доступ в госуслуги, и ты уже являешься, условно говоря, зарегистрированным для Турции, и процесс в дальнейшем работы бухгалтера чуть-чуть легче. Опять же, за счет того, что есть доступ в местное электронное правительство. А можно задать вопрос? Смотрите, если, например, вот у меня нету икомета, у меня есть только паспорт, открыв фирму, могу ли я получить вид на жительство в дальнейшем? Как предприниматель? Да, но только это называется не вид на жительство, а разрешение на работу. В случае, если мы открываемся просто по паспорту, то нам необходимо будет получать трудовую визу. Что это значит? Это значит, что нужно будет выехать за территорию страны в свое консульство, там получить от своей компании приглашение, получить... Да, от себя самого. Грубо говоря, причем надо обязательно в фирменном бланке это сделать. Приглашение, и уже консульство выдает и ставит штамп, что вы пересекаете страну,
как работник, как сотрудник компании, и это вам позволяет уже получить разрешение на работу. Собственно, на сайте ГЕЧа, местного миграционной службы, так и написано, что разрешение на работу заменяет вид на жительство. Какие этапы процедуры открытия фирмы? Расскажите, пожалуйста, по порядку. Ну, вы, в принципе, уже как бы начали. Ну да, этап простой. Первый – это сбор документов. Сбор документов у нас входит анкетирование, у нас входит, опять же, консультация. Тут нужно понимать, что 99,9% бухгалтеров в Турции, они будут туркоговорящими, потому что бухгалтером может быть только гражданин Турции. И все те, кто разговаривают по-русски или по-английски, они, скорее всего, будут либо в Анкаре, либо в Стамбуле. Ну, там просто емкость больше. Но, тем не менее, собрали документы с документами бухгалтеру. Бухгалтер дальше выполняет всю процедуру. Только бухгалтер может открыть фирму. То есть, если мы говорим, допустим, в нашем примере про Россию, то в России можно открыть там сайт налоговой, посмотреть список документов, прийти в налоговую, сдать документы, оплатить госпошлину, и ты красавчик. Здесь практически так же, но только через бухгалтера, потому что здесь бухгалтер как нотариус. Он не придумывает сам, у него есть четкие регламенты, четкие тарифы и четкие таблицы. Вот, собственно, он подает это все в торгово-промышленную палату. Встречаемся в торгово-промышленной палате с нотариальным переводчиком обязательно, потому что мы граждане другой страны, по-турецки не разговариваем. Нотариальный переводчик спрашивает: а вы точно понимаете, что у вас фирма открывается? Вот, ты говоришь, да, ставишь миллиард подписей. Турция очень любит бумагу. И печати. Да, миллиард подписей, миллиард печатей. Собираем документы, идем к нотариусу, заверяем подписи. Это тоже необходимо сделать, потому что здесь без нотариального заверения подписи, оно же циркуляр подписи, дальше с компанией ничего не сделаешь. Ну, то есть, условно говоря, даже не купить какую-то технику на компанию. Без этих документов с вас обязательно спросят, кто вы и кем являетесь в этой компании. Все, после нотариального переводчика, по большому счету, в течение дня, максимум 2, ну, если с системой проблем нету, вас печатают в газете. Это, что вы открыли фирму. Да, это закон. Здесь нужно оповестить, так скажем, окружающих, что компания открыта. Вы получаете ИНН, специальное свидетельство, и еще пару документов, с которыми вы в целом можете дальше уже двигаться, заключать контракты, открывать расчетные счета и так далее. Какие налоги здесь платят юридические лица? Здесь чуть-чуть проще. Я почему говорю, что система налога... Не система, а плодородная почва для предпринимателей. Здесь одна система налогообложения. Здесь все плательщики НДС. НДС плавает, от вида деятельности зависит. У кого-то 18, у кого-то 8, у кого-то 0. И доход с прибыли. Это вот два основных налога, которые будете платить. Доход с прибыли на данный момент 22%. В начале года был 20%. В том году был 23%. В позапрошлом году был 25%. Но его уже президент страны назначает и говорит, что вот в этом году будет вот так вот, либо будет вот так вот. Звучит страшно, но с учетом того, что здесь одна система налогообложения, соответственно, бухгалтера умеют оптимизировать, объясняют, рассказывают, что можно покупать, что входит в расходы компании, чем можно уменьшать и как правильно брать документы. Опять же, дальше все зависит от вида деятельности, чем будет компания заниматься, и если это будет продажа, допустим, на экспорт, в глобальном плане это привлечение денег в страну, то можно, допустим, уйти от налога от прибыли. Да, то есть он может быть нулевым. Есть еще свободная экономическая зона, там есть свои нюансы работы, там еще можно уменьшить налогооблагаемую базу. Но это уже индивидуально с каждым предпринимателем. Какие подводные камни нужно учесть, чтобы не допустить ошибок при открытии фирмы? Подводных камней там много, на самом деле. Там не то, чтобы учесть, надо четко понимать, чем будешь заниматься. И из банального там, поставить цель и расписать маршрут к этой цели. В остальном самое важное понимать, что спецификой языка, перевода и отношения будет следующее. Придя к любому бухгалтеру, не обязательно там ко мне или еще к кому-то напрямую, задав вопрос, могу ли я открыть ИП? Он скажет, да, можешь. Могу я открыть агентство недвижимости? Да, могу. Тут вопрос в другом. Можешь ли ты работать? Имеешь ли ты право? То есть индивидуальным предпринимателям нельзя работать, потому что нужно разрешение на работу. Чтобы получить разрешение на работу, в общем, там нужно быть гражданином Турции.
желательно быть, тогда это упрощает жизнь в разы. Вот. Если мы говорим про компанию, то вот у вас, допустим, я вижу, есть лицензия. Ровно так же. То есть можно открыть агентство недвижимости? Можно. Можно там назвать себя застройщиком кем угодно. Да. Работать нельзя. Если в штате нет сотрудника с лицензией риэлтора, компания не имеет права работать. Да. Если само агентство недвижимости лицензировано, компания не имеет права работать. Та же самая история с кафе. Можно открыть кафе? Да, можешь. Но без повара работать не можешь. Соответственно, нужно получить лицензию повара, либо образование повара. После этого компания может функционировать официально. Вот это основной подводный камень, на который можно прям наткнуться. Та же самая история с разрешением на работу. Условия получили разрешение на работу. На кого подается? То есть от фирмы оно делается, просто на физического человека. Потому что у меня уже есть даже опыт, когда ко мне человек пришел, говорит, мне сказали, что мне отказали в разрешении на работу. Я говорю, давай посмотрим. Начинаем смотреть, и выясняется, что сначала первая подача была на физического человека. То есть, грубо говоря, я приехал как турист, такой, а что бы мне не стать работником? И я пишу в Анкаре письмо, ребята, дайте мне разрешение на работу. Анкара примерно так отвечает. Так и у вас много таких. Да. Нам бы своих устроить куда-нибудь, поэтому, извините, в вас не нуждаемся, и отказано. То есть это не от фирмы заявка была, а это просто от физического человека заявка. Собирает документы, отправляет документы, все делает. Как выясняется, компания, которая этим занималась, она вообще ничего не отправила. И ничего не сделала. И человек там, условно говоря, нелегально находится уже очень большой срок. И сейчас одно из решений, как его легализовать. Потому что у него работает фирма, у него все хорошо. Да. Но теперь нужно сделать так, чтобы он, если выйдет за территорию Турции, к примеру, для получения визы, вот, про которые мы говорили, чтобы его могли обратно пустить. Чтобы ему там депорт не закрыли на 2 года. У него фирма работает, а он заехать не может 2 года. И нюансов таких много. Так, ну вот, и мы сейчас дошли до самого интересного вопроса. Вот как я люблю. Например, я не хочу париться. Я хочу открыть здесь свою фирму, но париться не хочу. Я хочу, чтобы профессионал мне ее открыл под ключ. Я просто пришла и начала работать. Сколько это будет стоить по деньгам? Конкретно здесь, мои услуги, они стоят от 30 тысяч лир. Из них мы берем 2000. Первое, это консультация будет. Консультация будет в течение 2, может быть, 2,5 часов. И, что самое важное, вы получаете доступ к телу. Что это значит? Это значит, что после консультации есть абсолютно законная возможность и право писать мне, задавать сопутствующие вопросы, потому что, как правило, те, кто прям вот плотно готовятся запустить бизнес, они готовят список вопросов. Они их задают на консультации. Мы выстраиваем дорожную карту на консультации, потому что стесняться нечего, но открывая для 3 видов бизнес, условно говоря. Это мы действительно будем вести бизнес. Это нам нужно получить разрешение на работу, хотим здесь остаться легально. И третье, так скажем, хотим, чтобы какие-то деньги оставались здесь, но про них никто не спрашивал. Вот завуалируем вот так вот. Это работа. Это во всех странах так происходит. В Турции, мне кажется, это вообще очень просто делать. Плюс-минус, да, но тем не менее, честно. И понятно, как мы двигаться будем дальше, что мы будем делать. Соответственно, прошла консультация. Потому что если не будет консультации, можно позвонить мне 1-2 вопроса задать, сказать, что-то 30 тысяч дорого. По сравнению, допустим, с Анталией, или мы возьмем тот же Стамбул, Анталия от $2500 начинается цифра, Стамбул около $4000. Это $1500. Да, старт 30 тысяч, 2000 консультация. В рамках консультации мы все обсудили. Выставили дорожную карту, ответил на миллион вопросов и дальше могу отвечать на вопросы. Как правило, где-то недели через 2, через 3 происходит само открытие. И вот там уже оплата оставшейся суммы. Да. Компания открывается 3-5 дней в основном, в среднем. Было пару случаев, когда открывались за 1 день, но это опять же того требовали условия, то есть заканчиваются безвизовые дни. Да. Нужно срочно, чтобы успеть можно было подать документы и так далее. И все. Я думаю, что мы можем теперь со спокойной душой отпустить Романа. Пожалуйста, пишите, что
самое главное, на какую тему вы бы хотели увидеть еще видео, чтобы мы еще могли для вас открыть такое, потому что реально для нас это очень важно. Мы хотим дать вам полную информацию, так как в Ютубе, в Инстаграме и вообще везде все так завуалировано, все спрятано и так далее. Все почему-то жалеют информацию дать. Только вот, пожалуйста, платите, мы вам все дадим, платите. Я это все даю бесплатно, поэтому каждый ваш комментарий для меня очень важен. Всем пока-пока, с вами была Анастасия и Роман. Görüşürüz. Держись.